нерациональны. Мы принимаем решения во вред себе. Мы теряем деньги, мы упускаем возможности. Мы портим и теряем отношения с близкими. Но что такое рациональность? И можно ли ей научиться, чтобы перестать стрелять себе в ногу? И в чем критерии рационального и выгодного для нас решения? Хотите проверить свою рациональность? Я задам вам самую знаменитую в мире задачку на рациональное мышление, а потом объясню правильный ответ, который, предупреждаю, будет вовсе не очевидным. Слушайте крайне внимательно. Вы участник телевизионного шоу. В студии 3 двери. За 2 из них козы, а за 3 шикарный автомобиль. Конечно же, вы не знаете, за какой дверью коза, а за какой автомобиль. А вот ведущий знает. Ведущий спрашивает у вас, какую дверь вы собираетесь открыть, и вы указываете на одну дверь. Скажем, вы выбрали дверь номер 1. После этого ведущий открывает другую дверь, скажем, дверь номер 3, и за ней оказывается коза. Теперь у вас есть выбор из 2 дверей. За одной из них точно коза, а за второй точно автомобиль. И сейчас вам предстоит сделать окончательный выбор. Или дверь номер 1, или дверь номер 2. Вы можете подтвердить ваш прошлый выбор или сделать новый. Вопрос: как вы поступите? Вы откроете дверь, которую выбрали прежде, или выберете вторую? Подумайте над ответом. Можете даже поставить это видео на паузу. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании «Институт Адизиса». Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще автор этой книги «Методология Адизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве «Миф». Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Сегодняшнее видео навсегда изменит ваше представление о том, как мы думаем, как мы принимаем решения, и ваше мнение о человеке как о рациональном существе. Я расскажу вам о том, как нами манипулируют наши друзья и коллеги по работе, а также средства массовой информации и социальные сети. Я расскажу вам о том, как наш мозг анализирует входящую информацию и почему он так часто нас подводит. Я расскажу вам о самых нелепых теориях заговора и о том, как они работают. И в конце я дам некоторые рекомендации, что делать, чтобы принимать решения чуть более рационально. Ну а сейчас давайте вернемся к автомобилю и козе. Надеюсь, вы приняли решение, и уверен, вам хочется узнать, правильное оно или нет. И буквально через пару секунд я раскрою его и весь подвох этой задачки. Но прежде буквально 2 слова о ее истории. Вам точно понравится. В Соединенных Штатах Америки с 50-х по 80-е годы прошлого века шла по телевизору телеигра, которая называлась «Давайте заключим сделку». Ее ведущий Монти Холл играл в эфире вот такие игры и неожиданно вошел в историю. Этот парадокс с 3 дверями и козами назвали в его честь «Парадокс Монти Холла». Абсолютное большинство участников, когда им предлагают сделать финальный выбор, остаются на своем первом решении. В нашем примере на двери номер 1. Они размышляют так. Перед нами 2 двери. Следовательно, вероятность, что машина за одной из них 50 на 50. До определенных пор это была просто телевизионная игра. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. Но в 1990 году в почти бульварном издании «Парад» женщина по имени Мэрилин Вос Савант высказала следующее мнение. Шансы, что машина находится за дверью номер 1 – 1/3, а что за дверью номер 2 – 2/3. В редакцию пришло более 10 тысяч писем, в которых утверждалось, что Мэрилин не права. И среди авторов этих писем было полно профессиональных математиков. Но, как вы уже догадались, Мэрилин все же была права. И тут мы подходим к правильному ответу на эту задачку. Вам следовало бы поменять ваше решение и выбрать дверь номер 2, таким образом значительно повысив свои шансы на выигрыш автомобиля. Стоп, скажет кто-то из вас, я не согласен. Шансы 50 на 50.
Объяснение правильного решения этой задачки довольно длинное, поэтому я вам дам полный его текст в описании к этому видео, чтобы не забирать время. А одной фразой объяснение звучит так. Монти знает ответ и дает мне подсказку, почему бы ею не воспользоваться. Если ваше решение все же было неверным, и вы решили не менять дверь, не расстраивайтесь. 99 человек из 100 поступают точно так же. Давайте попробуем разобраться, почему мы принимаем нерациональное решение. И главное, как с этим жить дальше. И что именно надо менять. Но прежде всего давайте попробуем дать определение. А что же такое, собственно, рациональность? На протяжении многих веков ученые и философы искали ответ на этот вопрос, предлагая свои трактовки и определения. Рацио по латыни – это разум. Выделяют две формы рациональности. Экономическая, то есть способность принять экономически выгодное решение, или же мировоззренческая, то есть способность принять решение, согласованное с вашими ценностями. Несколько обобщая, скажем так. Рациональность – это способность использовать знания для достижения своих целей. Правильно ли искать причины нашей нерациональности в строении нашего мозга и в том, как он работает? На мой взгляд, самую убедительную теорию по этому поводу выдвинул нобелевский лауреат Дэниел Канеман. Его теория называется «двойной мыслительный процесс» и говорит нам о том, что в нашей голове присутствуют и действуют одновременно две разные системы мышления – быстрая и медленная. Первая, быстрая, это интуитивная автоматическая система. Основная задача системы 1 – оперативно выстроить для нас как можно более полную модель окружающего мира. Поэтому она естественным образом стремится к всеохватности. Она не может себе позволить ответов «не знаю», «непонятно» и не пренебрегает никакими источниками информации. Система 1 не оценивает количество сведений, которые ей удалось собрать, как достаточное или недостаточное, не вникает в их происхождение, она просто работает с тем, что есть, чтобы быстро получить какой-либо результат. Она принимает решения быстро, но с ошибками, зато экономит и время, и энергию. Вторая система медленная, она взвешивает все за и против и, соответственно, потребляет очень много энергии. Нетрудно догадаться, что мозг крайне часто прибегает к услугам системы 1 и относительно редко к системе 2 по одной простой очевидной причине – экономии. Мозг экономит и время, а главное – энергию. На первый взгляд это нелогично, но на самом деле мозг пытается алгоритмизировать любые решения на основе нашего прошлого опыта, чтобы не перенапрягаться в решении рутинных ежедневных задач. Представьте себе, если бы каждый день при необходимости почистить зубы мозг запускал бы систему 2. А давайте-ка проанализируем все плюсы и минусы этого метода чистки зубов по сравнению с альтернативным. В таком режиме мы бы с вами утратили любую функциональность, мы бы только то и делали, что все время анализировали бы и ничего бы не предпринимали. Но с другой стороны, наша нерациональность лежит именно в злоупотреблении системой 1. Особенно в тех случаях, когда следует подключить систему 2. Да, потратить больше времени, да, потратить больше энергии ради более качественного результата. В нашем случае ради более рационального решения. Один из врагов рациональности – манипуляции. Нами довольно часто пытаются манипулировать, а мы, увы, поддаемся. Зачастую мы безоружны перед манипуляторами, а они, наоборот, вооружены различными приемами. Вот вам несколько очень распространенных приемов манипуляции в разговорах, переговорах, которые применяются буквально повсеместно. Апелляция к авторитету.
Нам говорят, как говорил Карл Маркс или кто угодно другой. То, что говорил кто-то, даже авторитетный, на самом-то деле ничего не обозначает. Есть даже любопытная статья, в которой исследуется заблуждение нобелевских лауреатов. Да, даже они частенько ошибаются. Апелляция к большинству. Нам говорят, большинство моих знакомых считают астрологию наукой, а значит в этом что-то есть. На самом деле нет. Большинство может ошибаться точно так же, как и меньшинство. Апелляция к эмоциям. Как можно, глядя на фотографию этих убитых горем родителей, потерявших ребенка, утверждать, что число жертв военных действий сократилось? И так далее и тому подобное. Таких приемов словесных манипуляций придумано сотни. Я даже однажды делал специальный ролик на тему самых популярных манипулятивных приемов, и в конце видео я дам на него ссылку. Еще один из мощнейших источников манипуляций – это средства массовой информации. Если они принадлежат государству или приближенным к нему лицам, то можно предположить, что государство хочет добиться от вас определенного поведения и с этой целью манипулирует вами. При этом люди, работающие там, в средствах массовой информации, обычно профи в теориях манипуляции. Вот вам пару приемов, которые они применяют. Эвристика доступности. Если у вас спросить, каких птиц в вашем городе больше, голубей или мухоловок, то вы, конечно же, скажете голубей, по той простой причине, что их, этих голубей, вы видите на улице много каждый день. А вот мухоловок, видели, может быть, едва ли один раз в жизни. То есть вы делаете предположение о определенном явлении на основе того, как часто вы встречаете его в вашей жизни. Беда в том, что словосочетание «встречаете в реальной жизни» в современном мире относится к средствам массовой информации и соцсетям. То есть, другими словами, если вы видите упоминание о каком-нибудь явлении ежедневно в вашей условной ленте новостей, то вы очень скоро начинаете свято верить в то, что в реальной жизни так оно и есть. Вот вам пример из реальной жизни. Два народа жили мирно и по-соседски. Но в один момент правитель одного из народов решил уничтожить второй народ. Для этого ему было недостаточно поддержки элиты армии, и он решил убедить свой народ, что соседи, с которыми они так долго мирно жили, на самом деле коварные враги. И тут пошли в дело средства массовой информации. Они изо дня в день оскорбляли и унижали выбранную цель, называя их тараканами, и обвиняли во всех грехах. В итоге началась война. Как вы думаете, о ком я сейчас говорю? Это событие 1994 года в африканской стране Руанде, где племя Хуту начало геноцид против своих соседей, племени Тутси, с которыми до того жили абсолютно мирно. И по разным оценкам было убито от 500 тысяч до 1 миллиона человек. А информационную поддержку этой операции осуществляло местное радио, свободное радио «Тысячи холмов», поскольку в тогдашней Руанде именно радио было самым влиятельным средством массовой информации. Кстати, Международный суд осудил ведущих радио на значительные сроки. Однако, как это ни странно, средства массовой информации, которые не имеют ни малейшего отношения к правительству и государству, тоже весьма склонны к манипуляциям. Но уже с другой целью – получить побольше аудитории, а значит и рекламных бюджетов. Поэтому они прибегают к таким же точно манипулятивным приемам. А что еще более удивительно, что зачастую журналисты занимаются манипуляциями совершенно неосознанно, скармливая нам с вами псевдофакты и выводы, поскольку они сами становятся жертвами манипуляций. Удивительное дело, что в богатейшей стране мира ее сограждане не согласны друг с другом в, казалось бы, объективных вещах. О результатах их же президентских выборов, о том, как вакцинация влияет на распространение вируса или о существовании глобального потепления. Вот вам пример одной из самых диких конспирологических теорий, в которую верят миллионы жителей США. Она называется QAnon. Заключается в том, что существует некий круг политиков и знаменитостей, которые убивают младенцев ради адренохрома.
вещества, якобы добываемого из мозга младенцев. Они же занимаются педофилией, торгуют малолетними детьми и тайно правят миром. Против них сражается Дональд Трамп по просьбе военного руководства США. В 2022 году теории исполнилось уже 5 лет, а в начале 2021 года QAnon признали крайне опасным культом. Тем не менее, ее идеи продолжают распространяться по всему миру. Ладно, если вам надоели американские примеры, вот вам более близкий. Заговор фармакологических компаний. Вечно горячая тема, посвященная здоровью, тоже получила дополнительную подпитку во времена пандемии COVID-19. Заговору фармкомпаний приписывают создание искусственно выведенных заболеваний и производство лекарств, которые вызывают зависимость. Еще одна распространенная теория на эту же тему – это подавление народной медицины, целительства и гомеопатии. Человек якобы может лечиться и самостоятельно с помощью молитвы, магнитов, травяных настоев, посещения целителя и так далее. Но организации, зарабатывающие на лечении, это скрывают. Ну и, конечно же, вокруг эпидемии COVID-19 родился целый пул подобного рода теорий. От того, что этот вирус – это биооружие, выпущенное на волю, до, опять же, фармкомпаний, которые раздувают истерию, чтобы заработать на этом. Ну и про вышки 5G, которые ослабляют иммунитет человека, и про микрочипы в вакцинах. Все это вы наверняка слышали не раз. Общий знаменатель для всех этих утверждений не какой-нибудь сквозной сюжет, а одинаковый набор когнитивных ошибок в комбинации с искренним желанием рассуждать логически. Есть разные потребности мозга, с которыми теории заговора позволяют справляться. Поэтому для психолога конспирология – это состояние ума. Среди этих потребностей – боязнь хаоса. Нам комфортнее списывать разные катастрофы, от автомобильных аварий до стрельбы психопата по детям в школе, на злую волю какой-нибудь могущественной силы. Ну и, конечно же, теории заговора эксплуатируют набор более-менее одинаковых когнитивных ошибок. Не активно пользуются пробелами или неясностями в знаниях. Вспомните первые месяцы эпидемии COVID-19, когда мало кто что понимал. При этом любая информация, которая противоречит теории, объявляется выдумкой и дезинформацией. И наоборот, единичные отклонения тут же рассматриваются как доказательство. Сделали, мол, 100 тысяч прививок, и одному человеку стало плохо, смотрите, прививки убивают. Как это ни парадоксально, конспирологи выставляют себя именно рациональными людьми. Мы думаем своей головой, а вас зомбируют, утверждают они. Некоторые склонны считать, что верят в подобного рода чепуху только простачки и малообразованные люди. А психологи даже склонны связывать верование в такие вещи с рядом психопатологических состояний, таких как паранойя, шизотипия, нарциссизм, нарушение привязанности и другие когнитивные искажения. Если говорить проще, эти люди психически нездоровы. Но, увы, ни малообразованность, ни психическое нездоровье не являются доказанными признаками этих верующих. На самом деле среди них есть немало высокообразованных людей, занимающих серьезные места в общественной пирамиде, и вовсе они не страдают психическими патологиями. Более того, некоторые ученые считают, что теории заговора – это как религия в средние века. Речь идет об искренней и буквальной вере сотен миллионов людей. Как я уже сказал, эти люди сами искренне верят в то, что они говорят. И если они разные по социальному положению и уровню образования, то все же у них есть нечто общее. Они сами склонны вести себя как заговорщики, распространять слухи, испытывать подозрительность по отношению к другим людям и особенно к их мотивам. Ну а далее вступает в силу эффект проекции. Они приписывают другим черты собственного поведения. Один из исследователей резюмировал конспирологические теории так. Они одновременно достаточно невероятны, чтобы объяснить всю нетипичность происходящего, и соответствуют картине мира людей, которые в них верят. Если вы послушаете ответы руководителей Фейсбука о том, манипулируют ли они общественным сознанием,
Они скажут вам довольно простую вещь. Ваши Facebook друзья каждый день пишут примерно 1500 постов. Если все они появятся у вас в ленте, вы в них просто утонете. Поэтому добрый Facebook на основе ваших собственных предпочтений, типа взаимодействия, лайки, комменты и прочее, заботливо выбирает для вас только пару сотен самых, как они говорят, релевантных постов, а остальные прячут. Но как бы красиво ни звучали эти утверждения, если отбросить все наносное, мы можем сказать прямо. Facebook осуществляет цензуру того, что нам видеть в ленте. Он самостоятельно, на свое усмотрение, через свои алгоритмы решает, что скрывать, а что показывать. И тут возникает два крайне важных вопроса. Первый. Можно ли нами манипулировать, показывая и скрывая от нас часть информации? И вопрос номер два. А действительно ли нашими интересами руководствуется Facebook? Или все же своими собственными? В 2012 году социальный психолог Адам Крамер тоже решил найти ответы на подобные вопросы. Правда, тема его исследования стала немного более узкой, но все же очень похожий вопрос. Можно ли с помощью Фейсбука заражать людей эмоциями, положительными или отрицательными? По большому счету, это тоже форма манипуляции. Видимо, тогда у Фейсбука был период открытости, он помог Адаму получить доступ примерно к 700 тысячам аккаунтов соцсети. Адам поделил все ленты на две группы и взялся за дело. В первой группе он подсовывал 90% постов позитивного характера, а второй наоборот. Спросите, как Адам научил машину отличать позитив от негатива? Да, по ключевым словам в тексте. 2 года спустя престижный американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Science опубликовал результаты эксперимента. Напомню вопрос исследования. Заразны ли эмоции? Результаты были шокирующими. Оказалось, что те, у кого из фред-ленты поудаляли позитивные записи, сами стали писать более мрачные тексты. Частота соответствующих слов-маркеров выросла настолько, что с вероятностью 99,3% это нельзя было назвать случайностью. Таким образом, подозрение о том, что Facebook может легко манипулировать массами людей, получило научное подтверждение. И это далеко не одно исследование, касающееся Facebook. Ученые Мичиганского университета тоже на больших данных проанализировали новости в ленте у людей, придерживающихся противоположных политических взглядов. Оказалось, что им Facebook подсовывает новости, которые отвечают их взглядам, а не противоречат. Они назвали этот элемент алгоритма «пузырь фильтров». Это когда соцсети и персонализированные сервисы создают ошибочное впечатление, что вашу точку зрения будто бы разделяет весь мир. Конечно, Facebook не единая в мире социальная сеть. Но и сейчас не 2014 год, когда проводились и публиковались эти исследования. Сейчас алгоритмом управляет искусственный интеллект, а одной из его особенностей является то, что он самообучается, и его создатели потеряли способность объяснять или управлять тем, как именно он принимает решения и почему именно. По этому поводу есть достаточно апокалиптическое предсказание известного историка и философа Юваля Ной Харари, что искусственный интеллект хакнет человечество совсем не так, как это показывают в «Терминаторе» или «Матрице». Нет, искусственный интеллект хакнет те истории, в которые мы верим. Обладая бесконечно подробной информацией о каждом из нас, искусственный интеллект может пойти еще дальше, предостерегает Харари. И вместо того, чтобы фильтровать ленту для нас, он станет ее писать, то есть придумывать истории, в которые мы будем верить, ведь он знает наш профиль. А верить мы будем не просто так, а с какой-то целью. Эта технология не нова, и сейчас бот-фермы придумывают историю. Но можно ли сравнить компьютерные мощности и мощности бота-ферм, основанных на человеческом труде? Что же нам с вами с этим всем делать?
Как уберечься от манипуляторов среди коллег и приятелей, как не поддаться на манипуляции из медиа или соцсетей и не клюнуть на очередную теорию заговора. Хочется выдать вам простое решение и сказать, чем больше вы образованы, тем больше вы защищены. Это кажется очевидным, но, увы, это не так. Мы говорили выше, что нет прямой связи между уровнем образованности и верованиями во всякую чепуху. Тем не менее, определенные рекомендации я для вас подготовил. Обращайтесь чаще к своим ценностям. Помните, рациональность – это способность использовать знания для достижения своих целей. Развивайте в себе все, что связано с критическим мышлением. Подробнее о нем я поговорю в следующих выпусках, но если кратко. Критическое мышление – это умение систематически сомневаться, проверять услышанное или прочитанное и отсеивать ложную информацию, ничего не принимая на веру по умолчанию. Еще в 17 веке французский философ Рене Декарт описал метод радикального сомнения, основа которого – скептицизм и сомнение во всем. Декарту же принадлежит и известный тезис «Я мыслю, следовательно, существую». Обращайтесь за проверкой фактов к иностранным источникам. Изучайте иностранные языки, это откроет вам ранее закрытые информационные потоки. Если ваш источник говорит, что стена белая, а BBC, что черная, это повод усомниться. Это не повод поверить кому-либо из них, а повод копнуть глубже, дальше, чтобы докопаться до истины. Если медиа было несколько раз подряд увлечено во лжи, перестаньте ему доверять. Не надо становиться ежиками, которые кололись, но упорно ели кактус. Изучите настройки фильтров соцсетей и по возможности подстройте их под себя. И проведите здоровую гигиеническую чистку тех, кого вы там фоловите. В мире есть столько ярких личностей, ученых, музыкантов, общественных деятелей. Может быть, есть смысл фоловить и читать их, а не Галю, которая день и ночь ноет, как все плохо, а будет еще хуже. Если у вас есть выбор, что почитать, ленту соцсети или книгу, всегда выбирайте книгу, особенно уважаемого издательства. Я делал сюжет о том, почему книгам стоит доверять больше. Если интересно, посмотрите его тоже. Ну и, конечно же, среди всех книг и всех тем первыми прочтите книги о ловушках мышления, о том, как люди принимают решения. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, то как раз наступило время спросить у вас, с чем вы согласны, а с чем нет. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение в комментарии. Ролик действительно получился длиннее, чем обычно, но, надеюсь, полезным. Если он вам понравился, то наградите его лайком, а чтобы получать уведомления о новых, еще более полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик. Ну, а если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса, или вашей карьеры, или ваше личное развитие, вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании. Ну и напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете подробное объяснение дилеммы Монти Холла про козу и автомобиль. Если вы думаете, что шансы 50 на 50, зайдите и внимательно почитайте. Ну и я вам обещал дать ссылку на ролик про самые частые и популярные приемы манипуляций. Ищите его здесь.